Всем привет! Вы на канале по вязанию крючком. Меня зовут Светлана. И в этом видео я расскажу и покажу, как связать вот такой красивый, интересный шопер. Также вы научитесь вязать красивое овальное донышко, которое сможете применить и для других сумок или рюкзаков. Покажу, как сделать такой декоративный элемент и как связать тоненькие ручки, которые можно сделать и пошире. Вся фишка этого шопера в том, что это изнаночная сторона. И лицевая сторона тоже выглядит очень интересно. При вязании вы сможете выбрать любую сторону, которая вам нравится. Лицевая сторона сумки выглядит вот так. Такое донышко, ручки и декоративный элемент. В общем, вяжем вот такую сумку. Потом ее просто выворачиваем, если хотим получить такой шопер, как я показывала в начале видео. Чтобы не путаться в своих моделях сумок, я обычно даю им название. Эту сумку я решила назвать сумка Алиса. Размер сумки 30 сантиметров на 28. Если сравнить сумку с форматом А4, то вот такой атлас у меня в ходе практически полностью, немного торчит. Если вы хотите увеличить размер сумки, просто наберите большее количество воздушных петель, когда начинаете вязать. Для вязания я буду использовать полиэфирный шнур 3 мм. Этот шнур у меня от производителя Веретено. Можно использовать и любой другой шнур. Данный шнур кругленький, без сердечника. В этом мотке у меня 300 метров шнура. На эту сумку у меня ушло примерно 220 метров полиэфирного шнура 3 мм без сердечника. Вязать будем крючком номер 5. Также нам потребуются маркеры. Вот, собственно, и все материалы, которые нам нужны. Берем шнур, оставляем небольшой кончик и складываем вот в такую петлю. Петлю придерживаем пальцами, захватываем шнур, протягиваем через петлю. Затягиваем. Это у нас первая воздушная петля, которая обычно в счет не идет. Теперь нам нужно набрать 26 воздушных петель. Захватываем шнур и протягиваем через петлю. 1, 2, 3, 25, 26. Получается вот такая цепочка из воздушных петель. У меня она получилась длиной 18 сантиметров. Плюс 1 петля подъема. Это то же самое, что и воздушная петля. Она нужна для того, чтобы перейти на следующий ряд. Разворачиваем косичку из воздушных петель и будем вязать столбиками без накида за задние перемычки воздушных петель. Вот они, эти перемычки. Первую перемычку, которая находится под рабочей нитью, мы пропускаем и крючок заводим во вторую перемычку. Захватываем нить, вытягиваем. Получается 2 петли на крючке. Они должны быть на одном уровне. Захватываем опять шнур и протягиваем через обе петли. Это у нас получается столбик без накида. Нужно связать 25 столбиков без накида. Покажу еще раз. Крючок заводим в перемычку. Захватываем шнур, вытягиваем. Видите, я сильно не затягиваю петли. И провязываю столбик. Из шнура 3 мм обычно вяжут крючком номер 4, но я специально взяла крючок номер 5, чтобы столбики и петли не были сильно стянутыми. Итак, 25 столбиков провязали. Остается последняя перемычка, в которую нам нужно провязать 3 столбика без накида. Крючок заводим в перемычку, захватываем нить, провязываем первый столбик, второй. Вот этот кончик мы спрячем в вязание. Сюда же заводим крючок, провязываем третий столбик. Теперь вяжем
за косичку из воздушных петель. Вот, начиная с этой петли, заводим крючок полностью в петлю. Нить оставляем внутри, кончик вернее, захватываем шнур, не спеша вытягиваем и провязываем столбик. И так до конца ряда. Здесь после 3 столбиков крайних нужно провязать 24 столбика. Провязали 24 столбика, и должна остаться последняя петля, из которой провязывали самый первый столбик. В нее провязываем 2 столбика. Первый столбик, и сюда же заводим крючок, провязываем 2 столбик. Так, первый ряд готов. Берем маркеры и отмечаем те петли, на которых мы не будем делать прибавки. Так как мы вяжем овальное донышко и набирали мы 26 воздушных петель, только в 2 крайних петли мы будем делать прибавки. А остальные 24 петли с одной стороны и 24 петли с другой стороны у нас будут всегда идти без прибавок. Поэтому берем маркеры. Так, вот у нас последняя петелька. Отсчитываем после нее 1, 2 и в 3 петлю вешаем маркер. Вот так. Вот видите, 2 столбика мы вязали из крайней петли. Их мы не считаем, оставляем. В следующую вешаем маркер. Теперь отсчитываем от маркера 1, 2, 3. Отсчитываем 24 петли. Это будет вот эта петля. И в нее также вешаем маркер. Три крайние петли, на них у нас будут прибавки, и их мы не отмечаем, вешаем маркер на следующую. Вот видите, у нас с краю осталось 3 петли. От этого маркера, включая эту петлю, отсчитываем также 24 петли и вешаем маркер. Это у меня будет вот эта петля. После маркера должна остаться еще одна петля. То есть здесь 3 и здесь 1, 2 и 3. И остался еще один маркер, чтобы отметить первый столбик в ряду. Донышко мы будем вязать по спирали, ряд соединять не будем. Второй ряд мы начинаем провязывать с 2 столбиков без накида, то есть мы сделаем прибавку в первую петлю, которая находится перед маркером. Столбики мы будем вязать так. Смотрите, вот петля, она состоит из 2 полупетель, передняя полупетля и задняя. Мы будем вязать за заднюю полупетлю. Крючок заводим за заднюю полупетлю и захватываем еще вот эту перемычку, чтобы вязание у нас было более плотным, а не дырявым. Вот так. Захватываем петлю, вытягиваем и провязываем. Это мы провязали первый столбик в ряду, и нам нужно отметить его маркером, чтобы не запутаться, что это у нас начало ряда. Повесили маркер. И сюда же провязываем второй столбик, делаем прибавку. Видим, что следующая петля у нас отмечена маркером, значит, все следующие 24 петли провязываем столбиками без накида и прибавки не делаем. Снимаем маркер. Крючок заводим так же, как сейчас я показывала, за заднюю полупетлю и захватываем перемычку. Вот так.
провязали и не забудьте вернуть маркер. Вяжем столбики без накида, без прибавок до следующего маркера. Вот до оранжевого. Так, маркер снимаем, провязываем столбик и одеваем маркер. В следующие 3 петли нам нужно провязать по 2 столбика, то есть сделать в каждую петлю прибавку. 1, 2. Сюда также провязываем 2 столбика. И в третью петлю тоже 2 столбика. Вот смотрите, я провязала в третью петлю и вижу, что у меня появилось отверстие. То есть здесь петелька была чуть побольше и видно, что отверстие. Покажу, как его можно исправить. Распускаем эти 2 столбика. И крючок нам нужно завести не только за заднюю полупетлю и перемычку, а захватить еще вот эту петлю. То есть завести в раскол столбика. И провязать 2 столбика. Так, это первый и сюда же второй. Вот, и мы видим, что уже у нас нет этого отверстия. Следующие 24 столбика, которые отмечены маркерами, мы вяжем без прибавок, столбиками без накида. Не забывайте обратно возвращать маркер, когда вы провязали столбик. Так, вот повесили маркеры и посчитайте, между ними должно быть 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Когда вы вяжете, старайтесь контролировать, как вы провязываете каждый столбик, чтобы они были одинаковые. То есть, если заводим крючок за заднюю перемычку и заднюю полупетлю, то нужно так провязывать каждый столбик. Смотрите, чтобы у вас не заходил случайно крючок в раскол столбика. То есть вот так. Здесь захватывается еще одна нить. Тогда столбик выглядит чуть по-другому. Может, конечно, это только для меня так видно. Также можно сначала провязать столбик, а потом перевесить маркер. Вот видите, я вяжу, не снимая маркер, а потом просто его снимаю и вешаю. Итак, у нас есть 2 петли до зеленого маркера. В них мы провязываем по 2 столбика в каждый. 1, 2 и сюда также. Второй ряд готов. Мы считали петли с этого края, у нас их было 6. С этого края у нас также должно быть 6 петель. Считаем их между фиолетовым и красным маркером. Одна петля, вторая, которая отмечена зеленым маркером, это первая петля в ряду, 3, 4, 5 и 6. Значит, все правильно. Вяжем третий ряд. В нем мы уже не будем делать прибавки в каждую петлю, а будем чередовать. В первую свяжем 2 столбика, а во вторую петлю 1 столбик. Провязываем в петлю, отмеченную зеленым маркером. Это первый столбик в ряду, поэтому мы его провязали и перевешиваем маркер. И сюда же вяжем второй столбик. А в следующую петлю провязываем 1 столбик.
Следующие 24 столбика вяжем без прибавок. После маркера мы чередуем 2 столбика, 1, 2 столбика, 1, 2, 1. Провязали. Теперь 24 столбика без прибавок. Провязали. И теперь здесь мы вяжем также 2 столбика, 1, 2, 1. Смотрите, мы начинали здесь 2 столбика, 1. Здесь после маркера мы тоже вязали 2, 1, 2, 1. И здесь продолжаем 2, 1, 2, 1. И все. Провязали 2, 1 и 2 столбика, 1. Третий ряд готов. С этого края у вас должно быть 9 петель между маркерами. И с этого края тоже 9 петель. Посчитайте. Начинаем вязать четвертый ряд. Вяжем так: 1 столбик, 1, 2. Далее вяжем без прибавок. После маркера опять чередуем 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Потом без прибавок и после маркера опять 1, 1, 2, 1, 1, 2. Не забывайте перевешивать маркеры. Вот, провязали первый столбик и сразу перевесьте. Так, 1 столбик. Один. И вот сюда вяжем 2 столбика. Вот, если дырочка, то можно вот второй столбик провязать, захватив соседнюю петлю. Тогда тоже не будет такой маленькой дырочки. И дальше вяжем до конца ряда, так как я рассказала. Провязали четвертый ряд. Вот так он выглядит. Когда вяжете, смотрите, чтобы овал у вас получался ровный. Пятый и шестой ряд вязания овала я вам расскажу, покажу. Но сейчас хочу отметить некоторые нюансы, да, создания овала. Вы уже могли заметить, что вот эти отрезки, вот здесь 24 и здесь 24 столбика, мы вяжем без прибавок. Это во всех овалах так. Прибавки только здесь, по бокам. И заметьте, что всегда 3 прибавки с одного края. Здесь 3 и здесь 3 в каждом ряду. Только увеличивается количество одиночных столбиков между двойными. С каждым последующим рядом прибавляется 1 столбик между двойными. И когда мы вяжем овал, прибавки мы располагаем не друг над другом, так как если они будут располагаться строго друг над другом, то появятся грани. Вяжем пятый ряд. Здесь мы начинаем так: 1, 2, 1, 1. Потом без прибавок 24 столбика. Потом опять 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Без прибавок 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. И ряд закончился. Готов пятый ряд. Вот, смотрите, мы вязали 1, 2, 1, 1. Потом без прибавок. После маркера 1, 2 столбика, 1, 1. И так далее. После красного маркера также вязали 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Вот. И зеленый маркер — это начало ряда уже, значит. Так, теперь вяжем шестой ряд. В первую петлю провяжем 2 столбика, потом 4 одиночных. Потом без прибавок 24 столбика. Потом опять 2 столбика, 4 одиночных. Чередуем так 3 раза, то есть 3 сектора, да? Потом опять без прибавок, опять 2 столбика,
4 одиночных, 2 столбика и 4 одиночных. И ряд закончится. 6-й ряд готов. Вот мы начинали вязать 2 столбика, 4 одиночных. Без прибавок. После маркера опять 2 столбика, 4 одиночных. И так далее. Получается вот такое донышко. По периметру должно быть 84 петли. Обязательно посчитайте, начиная с зеленого маркера и заканчивая вот этой петлей. Измерим донышко. У меня получилось 28 сантиметров. Такое донышко вы можете использовать и для вязания другой сумки или рюкзака. Все маркеры можно снять. Дальше мы продолжаем вязать по спирали. Не будем соединять каждый ряд, но узор немного изменится. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю основания и крючок заводим в следующую петлю, провязываем столбик без накида. Так же, как мы провязывали, когда вязали донышко. Вытягиваем петлю, провязываем. Опять делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю основания и в следующую заводим крючок. Так у нас узор получится более ажурный, расход шнура будет меньше, чем мы бы провязывали в каждую петлю столбики. Таким узором вяжем без прибавок, доходим до начала и встретимся дальше, расскажу, как вяжем. Провязали первый ряд узором, видим, что он не сильно дырчатый получается. Стеночки немного поднялись. И вот мы вернулись в начало ряда. Вот в прошлом ряду у нас были подряд столбики провязаны, а здесь уже через один. Вот, и когда мы видим воздушная петля, вот здесь была, мы также провязываем воздушную петлю и столбики будем провязывать над столбиками предыдущего ряда. Одну петлю воздушную прошлого ряда пропускаем и в следующий столбик заводим крючок. Провязываем столбик без накида. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю основания и в следующую провязываем столбик. Таким узором без прибавок мы вяжем нужную высоту сумки. Я провязала 3 ряда, узор получается достаточно плотный. Чтобы проще было провязывать столбик, я придерживаю его пальцем. И не забывайте провязывать воздушную петлю после столбика. Когда вяжете воздушную петлю, сильно не затягивайте. По размеру у вас вот эти все петельки должны быть примерно одинаковыми. Если вы будете сильно стягивать воздушную петлю, то у вас полотно будет стягиваться. Также можете периодически пересчитывать количество петель по периметру. Их должно быть 84. Если их меньше, значит вы где-то пропустили петлю. И за счет этого тоже полотно может становиться уже. Растут стенки сумки. Видим, что узор плотный получается. Дырочек практически незаметно. Внутри все аккуратненько. Здесь провязано 17 рядов. Я провязала 32 ряда стеночек. Вы можете посчитать ряды, которые у нас с дырочками идут. С одной стороны 32 должно быть и с другой. Вообще вы можете связать любое количество рядов, это не принципиально. Петелька у меня находится сбоку, и теперь мы будем вывязывать ручки. Берем маркеры, и нам нужно отметить крайние 2 петли. Всего по периметру у нас 84 петли. Складываем нашу сумку ровно. В
том числе и донышко. Вот у нас шов, самый первый, да? Нужно вот так вот сложить. Сейчас разверну. Вот ровно сложили, и маркеры повесить на 2 крайние петли. Вот у нас сгиб сумки, и на крайнюю петлю вешаем маркер с одной стороны и также с другой стороны. Теперь посчитайте петли, которые находятся между маркерами. Их с каждой стороны должно быть по 41 петле, не считая тех, на которых висят маркеры. Теперь с одной стороны после маркера я отсчитала 9 петель, на 9-ю повесила маркер. Также и с другой стороны. Здесь у нас будет располагаться ручка. Также мы делаем и с другой стороны. Если у вас петелька вот здесь так же, как и у меня перед маркером, считайте, начиная с нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9-ю вешаете маркер. 9-й у вас должен быть столбик. Обязательно не на воздушную петлю вешайте, а столбик. Разметка готова. Теперь мы продолжаем вязать таким же узором до красного маркера. Воздушная петля. Пропускаем петлю основания и столбик без накида. Маркеры не снимайте, пусть висят. Провязываем столбик в петлю, отмеченную маркером. А дальше расстояние между красными маркерами провязываем соединительными петлями. В каждую петлю. Вот заводим крючок, захватываем нить и сразу же протягиваем через петлю. Крючок заводим за заднюю полупетлю, вот за одну ниточку. Последняя соединительная петля перед маркером, а в петлю, отмеченную маркером, мы провязываем столбик без накида. И продолжаем вязать узором. Воздушная петля, пропускаем петлю основания, столбик без накида. Так мы вяжем до оранжевого маркера. Провязали столбик без накида в петлю, отмеченную оранжевым маркером, и дальше расстояние между оранжевыми маркерами провязываем соединительными петлями. Провязали. Здесь между маркерами у меня 23 соединительные петли. Дальше, начиная с оранжевого маркера, вяжем опять узором, столбик без накида, воздушная петля. И вяжем мы до красного маркера. Вот здесь сбоку у вас должно быть 19 петель. Провязали столбик последний и опять дошли до соединительных петель. Опять вяжем соединительные петли в каждую петельку. Здесь также провязываем 23-ю соединительную петлю. И следующий у нас идет столбик. В него провязываем тоже столбик без накида. Так мы провязываем по кругу несколько рядов. Можно 4, можно 5, сколько вам нравится. С таким элементом я провязала 4 ряда. Можете посчитать. Вот после маркера 1, 2, 3, 4. И с обратной стороны тоже посчитайте. 1, 2, 3, 4. С изнаночной стороны выглядит так.
Теперь узором вяжем до последнего столбика и дальше будем вязать ручку. Вяжем столбик без накида. И дальше набираем цепочку из воздушных петель длиной, какой вы хотите себе длину ручки. Захватываем нить и протягиваем через петлю. Я набрала 70 петель. У меня получится вот такая ручка. Теперь, не перекручивая косичку из воздушных петель, мы привязываем ее к первому столбику. Вот сюда. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Привязали. Теперь дальше воздушная петля. Пропускаем петлю основания и провязываем столбик. Узором вяжем до вот этого столбика и опять набираем 70 воздушных петель для второй ручки. Вот, провязываем столбик и набираем воздушные петли. 70 петель набрали и также привязываем к первому столбику. Вяжем узором до первой ручки. Провязали предпоследний столбик без накида. Последний мы провязывать не будем. А начиная с первой воздушной петли мы обвязывать их будем соединительными петлями. Крючок заводим в первую воздушную петлю, захватываем нить и протягиваем через петлю. И последовательно каждую воздушную петлю провязываем соединительной петлей. Так обвязываем всю ручку. Получается вот такая ручка. Здесь в конце довязываем все воздушные петли соединительными петлями. Вот последняя петля. Ее провязываем. А дальше провязываем столбик без накида во второй столбик. Первый пропускаем. Дальше вяжем узором и также обвязываем вторую ручку. Обвязали вторую ручку. Здесь также присоединяем ко второму столбику. И узором довязываем до края. Здесь я провязала 3 столбика и отрезаю кончик. Вытягиваю нить. Это мы уже завершаем вязание. И здесь нам нужно сделать имитацию петли, чтобы не было явного такого перехода. Крючок заводим за петлю, захватываем кончик, вытягиваем. И вот этот кончик нужно вернуть обратно в петельку. Крючок заводим с обратной стороны петли и вытягиваем внутрь. Вот получился вот такой переход. А этот кончик нужно протянуть между столбиками внутри. Можно взять крючок потоньше. Я взяла крючок 3,5 и протягиваю конец.
Маркеры снимаем. Если вы хотите ручки потолще, то можете связать еще один ряд. Ну что ж, наша сумочка полностью готова. Выбирайте любую сторону, лицевую или изнаночную, какая вам больше нравится. Если у вас будут возникать вопросы в процессе вязания, вы можете задать их в комментариях, я постараюсь ответить. Спасибо большое за просмотр, желаю вам творческих успехов, до скорых встреч, пока-пока!